Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето. И сегодня мы идем в гости. Оля пригласила нас к себе домой на чай. И, конечно же, мы к чаю подготовились. Везу свои любимые тарталетки, классические. Я не знаю, пробовала она их или нет, но, возможно, нет. Подарочек. Колонка. Мы выяснили, что у нее, представляете, проводная колонка. Ну, в каком веке она живет? Мы же все давно на Bluetooth сидят. И она говорит, а у меня нету. Как нету? Вот подарим. Мы себе купили ей. Ну и много еще всяких вкусностей к чаю. Так сказать, закуска к чаю и суп. Она еще не ела этот суп из Central Festival со свининой, вот такой вкусный, с лапшой. И сейчас заодно покажем, как она здесь живет. Вы часто просите показать, как живут русские здесь постоянно, в каких квартирах, кем они работают. Вот сейчас идем к местному жителю, можно так сказать. И посмотрим, как она живет. Покажем ее кота, ее быт. Оля, рассказывай, где ты живешь? Тебя рада видеть. Я тоже тебя рада видеть. Это так интересно. Я очень хочу, чтобы вы сейчас зашли ко мне в гости. Мы много лет назад снимали с тобой, помнишь, шоу? Конечно. Мы еще написали это видео «Квартира для Киркорова». Да. И мы заходили и думали, вот это богачи. То есть мы тогда первый раз сняли видео в самом дорогом проекте. Он был самый дорогой проект на тот момент. И мы думали, и мы так ходили осторожно. Помнишь, по этому шоуруму? Думали, вот как же люди живут. И вот прошло сколько лет? Слушай, наверное, лет 7, мне кажется, да. И я живу в этой квартире, которая как раз с окнами на две стороны. Я очень хочу, чтобы мы там показали. Мы сейчас посмотрим, какой модный лифт. Я говорю, самый инстаграмный лифт. Вот любят фотографироваться, да, девочки, на лифтах? Это надо сюда, смотри. Вау, ночной клуб. И на этом фоне как раз, да, такая подсветка прикольная. Сканируешь глаз, и только так ты можешь подняться на свой этаж. То есть никто больше не может зайти. И по карточке, раньше просто по карточке. Это сделано для того, чтобы туристы очень многие приезжают, не добывают карты просто и ходят пользоваться инфраструктурой. Вот так выглядит парковка, посмотрите. Сколько ты за нее платишь? Бесплатно. Я знаю. Очень удобно. Вот тоже, по-моему, только в люксовых кондо стоят, эти тележечки, да. Ты пришел, все запаковал и повез домой обратно. Получается, парковки здесь 7 этажей. Мы с вами на 5-м. Ну, то есть всем места хватает. Я обычно вот на 5-м паркуюсь, и всегда есть место. 6-й, 7-й уже такие пустоватые стоят. Та-да-да-да! Вау! Смотрите, пришел самый главный, мой жилец. Вот он, красавчик. Симба, здоровенько. Здорово, какой ты толстенький. А вот теперь, дорогие подписчики Вечного Лета, потом вы будете свидетелями, как мы со Светой ходили на днях в Пэт-молл, и она сказала, что Симба кот жирненький. И не только я так что считаю. У него пузо. Мне кажется, у меня самый стройный кот. Он невыгодно упал как раз. Правильно, Симба? Покажи себя во всей красе. У него живот висит, валик. Смотрите, какой красивый. Оля, где ты его взяла? Расскажи, это отдельная история. Симба кот, это, конечно, вообще повезло сильно котенку. Я тогда в ковид уезжала в Сочи. Вот, вы посмотрите, она говорит, что это пресс. Вот. То, что здесь это кубики, видите, смотрите, Ой, вот, это кубики, все кубики. Это кружки. Тима сладенький. Я была в Сочи и ехала в магазин, на дорогу выскочил котенок вот такой вот маленький. Я резко затормозила, и подошел мужчина, говорит, вот он типа не может дорогу перейти, мы ему помогаем. А я смотрю, что он завалился на дороге и лежит, все, умирает. Я его подобрала, мне что-то его так жалко стало, хотя я всегда была собачница. И все, повезла его в ветлечебку, привезла в ветлечебку, мне говорят, что он как бы не жилец, что по осмотру ему 4 месяца, а весит он там всего 600 грамм весил каких-то. Мне сказали, что если через неделю типа он выживет, потому что у него была блошиная инвазия, его блохи поедали изнутри, у него изо рта отовсюду лезли. Его там чем-то запшикали, потому что у него даже крови не было, не могли взять кровь. Он все как бы умирал. Он как бы выживет. Но я думаю, ладно, я притащила его домой, помыла, пшикала этим дихлофосом. Он через 2 дня у меня уже начал запрыгивать ко мне этими блохами просто на кровать. Еще, наверное, там дней через 5 он так подокреп стал, есть, все нормально. Я отвезла его в ветлечебку, мне его вылечили. И вот, пожалуйста, что из него получилось. Оказывается, это бракованный бенгал. Я потом там выясняла, там еще одна женщина подобрала котенка, там кто-то разводил бенгалов, и их из-за брака породы, потому что нельзя было продать, выкинули. И мне вот достался вот этот. Как он любит свою мамочку. Булочка моя. Отборные креветки, самые дорогие корма. Несколько раз путешествует в Россию за год. Красивый. Он очень хорошо летает со мной постоянно. Хороший, вот. Добрый, А бракованный он бенгал, потому что, видите, у него задние лапы короткие.
Да? Да, он когда ходит, у него такие сзади Даже полукруглые. и он такой мило. тук-тук-тук-тук-тук. Пузо просто пусть. Вот, пожалуйста, подписчики, давайте комментарии. Ну, он разве толстый? Он Он вообще тяжелый похудел, у и нас сейчас было очень толстый. жарко. Он мало ел. Он Так очень... еще он похудел. Да. А, Оля, расскажи, как ты с ним жила в аэропорту? Это вообще был прикол. Вот как раз это был ковид. Когда, да? Я его нашла. И мы жили в Сочи. И тогда было тяжело с перелетами. И единственная возможность улететь была из России с пересадкой через Стамбул. А в Стамбуле ты должен получать, да, разрешение на животное, на ввоз, на вывоз. И у меня была пересадка в Стамбуле, а потом мы летели в Бангкок. И то есть у меня разрешение было на вывоз кота из России, ввоз его только в Бангкок. И я, Маня пропустила самолет. Я не знаю, как это произошло. И получается, что мы с ним остались просто в аэропорту Стамбула. Я не могу выйти из аэропорта, потому что у меня нет разрешения на выход кота на территорию Турции. И я могу вернуться только в Россию, откуда я его вывезла, или в Бангкок. И следующий рейс, где было разрешено ехать с животными на самолете, был там что-то через 2 недели. Ближайший рейс, чтобы вернуться в Москву, где опять-таки можно было с животным в салоне, был через 3 дня. И мы с ним бомжевали в Стамбуле. Там в Стамбуле в аэропорту есть туалет для животных специальный. Там все обустроено, там корм, водичка. И вот я вместе с ним там и питалась, и спала, и жила. Потому что на тот момент в ковид, как вы помните, не работали карты никакие у нас. Да. И у меня там было что-то с собой около $10. Я помню, я же не знала, что я опоздаю на самолет. Я купила какую-то пачку рахат лукума и бутылку воды. Все, у меня закончились бабки. Я этот рахат лукум больше, мне кажется, вообще есть никогда не хочу, потому что это было единственное. И вот мы с ним там 3 дня тусовались, спали на полу, спали в кошачьем туалете, но потом благополучно вернулись домой. Вот такая история. Вы знаете, слушайте, кот на меня смотрел просто как на дебила, потому что для кота мы путешествовали, получается, 4 дня, да, он первый раз полетел, мы куда-то ехали, летели, потом в каком-то аэропорту, потом мы летели обратно. И я его, когда выпускаю из переноски в той же квартире, откуда мы 4 дня назад улетели, вы бы видели этот взгляд, он на меня просто вот так вот посмотрел, типа, ты дебилка. Странное путешествие. Да, и он такой отвернулся, обиделся и ушел. Вот такие Проходите. истории. Вау, Чай? красота. Чай Сейчас, не изменим. подожди, сначала тебе подарки. Это от нас подарок, мы знали, А. что... Ты же сказала, у тебя нет, мы тебе ее решили задарить. Розовенькая, с цветом Тиффани. Да. Спасибо вам большое. Ну, мы Оле спросили, какой цвет лучше, какой тебе больше нравится. Я себе синенькую взяла, ей розовенькую. Твой суп очень Опачки. вкусный, очень вкусный. Я очень люблю супы. Розмарин. Да, я попросила и апельсина. Да, Это нам апельсины для тоже спецкоктейлей. есть. Апельсины тоже Вот сейчас. хозяйственные ребята, Света будут. просто, посмотрите. Посмотрите, какая хозяюшка. А как же? Мы же устраиваем А еще у вечериночку. нас с вами есть, да, у нас сейчас будет вечериночка. Я хранила специально. Я говорю, придете в гости, попробую. Я до сих пор его не попробовала. Ребята, когда прилетели, они мне привезли очень много вкусняшек, и остался дубайский шоколад. Вот выдержка у человека. Я сейчас буду модная, как все, да, эти инстаграмные мадам. Холодная она, замороженная, Да. чтобы она так хрум. Пробовать и говорить, стоит оно того или нет. Правильно. А Так ты что пробовала попробуем. вот эти вот? Нет. Ой, ты что, это тарталетки, известные на весь мир, со сладким сыром. Видите, я просто сладкое не очень люблю. Поэтому я не в курсе, какие вкусняшки. Очень классно. Но у нас тут еще сестра вон моя спряталась в комнате. Мы сейчас ее тоже вытащим чуть попозже. Она там трудится. Наш руководитель филиала в Москве. Вот она сладкое любит. Ну посмотри, может, ты их ела. Нет. Нет? Нет. Ну ладно. Посмотрите. Сегодня попробуешь тогда. Очень классный закат. Мы сегодня с вами будем его здесь наблюдать. Вы только посмотрите. Это район Джомтьен. И закат какой потрясающий. Вид на Колан. Вообще красота. Вот здесь Оля начинает свой день. Вы просили показать, как русские живут в Таиланде? Вот русские очень неплохо живут в Таиланде, начинают свой день. Я присаживаюсь, С чашки выпиваю кофе. Я кофеечек. узнала, что Оля плохо завтракает. Давайте ей напишем о важности завтраков. Не завтракает человек. Чай, вот кофе, все, и на работу побежала. Да. Да, плохо. Он Симбу, значит, накармливает, а сама нет. Симба об стул трется. Да? Классно тебе в Всё, Таиланде у нас живет? новая звезда. Скажет, все, покажите Да? меня. Симбочка. Почему Симба? Симба-кот, не знаю. Симба-кот. Я сначала хотела его Тигрик назвать, когда вот он мелкий был, а потом как-то Тигрик у меня не прижилось, стал Симба-кот. Симба-котик. Такой красивый. Он еще откликается на булочка. Ему кричишь булочка, он мя-мя-мя-мя. Так он вообще очень разговорчивый. Он Кок- сейчас молчит. Когти не стрижешь?
Стригу сама. Да, молодец. Да. Дается? Да, спокойно. вообще. Молодец. Персей Он вообще никакой. такой какой-то, неваляха доверчивая. Вы посмотрите, какой он широкий. Булочки, да не широкий он, Света. Кубики торчат. Ну, Покажи еще стол интересный у тебя для чайной церемонии. это не стол для чайной церемонии, это просто все, да, где находится чайная атрибутика. Чайная посуда. Откуда? Это, кстати, вот это из Китая. Это я здесь покупала набор. Вот это из Перу я привозила. Все чаи из Китая мне очень часто клиенты привозят. Вот здесь набор, это не чаи, а именно добавки, когда цветы в чай. Они все абсолютно разные. Это пуэр, это белый чай. А вот здесь вот в баночках они такие вкусные. Это эксклюзивные чаи были. Смотрите, какие красивые баночки. Красивая. Вкусно? Давай, мы сейчас выберем. Давайте, что будем пить. Пирог. Давай, выбирай. Что-то, Есть еще темные чаи. Есть светлые чаи, вон там темные в коробке. что-то расслабляющее. Вот этот вкусно будет. Так, Один лучше другого. Обычно весь чай на один запах. это жасмин. Такой я знаю. Это пьем. Ну все, можно переезжать на балкон. А покажешь еще, как ты живешь, что у тебя есть? Вам все показать. Да, покажи ванну. Посмотри Ну, на я нее. хочу, чтобы ты показал, как ты, Оля, присобачила сюда ванну. Здесь не было по проекту, а она ее сделала. Ладно, так уж и быть. Самоделкин. Это комната. Мгм. О, продолжение рубрики. Твоя комната, да? Да. С кем спит Оля? В прошлый раз вы так назвали. Много мужчин ждали. Там был кот. Просто кот на кровати. А В этот сегодня раз увеличение. трое. Увеличение произошло. Оля, черепаха, носорог маленький, носорог большой. Вот так заняли. Картина, кстати, вот мы когда ходили с вами в картинную галерею, вот она тоже объемная, из ракушки. Ой, красивая. А вон котик висит, Волшебно. автопортрет Симбы-кота. О, вот ты рассказывала, что он делает. Там купила. Вот, видите, как красиво. Просыпаешься с видом на ПК-резорт, на наш родной. Ладно, с видом на море Не, красиво, и зелень. красиво. Классно, да, панорамные окна? Вот не хватает такого, да, у нас? Ну, у нас с тобой тоже, кстати, панорамные, но только в одной спальне, а хочется по всему дому. Вообще шик. Мне нравится. Красиво. Очень. Здесь еще большое боковое окно тоже на город Ага. можно открыть. Показывай ванну. Ну, показывай Мне ванну, не терпится. показывай. Мне кажется, Свет просто хочет помыться. Да, я не моюсь, тут живу. Вы посмотрите, как красиво. Прям спа-салон. Изначально ее не было. Нет, здесь был душ, вот здесь ровно по вот эту плитку, вот так вот было все отгорожено. Я первым делом, мне кажется, сюда заселилась, я говорю, так, все сносим, несем в ванну. Померили максимально, что сюда влезет, мне строители все сделали, я ее сюда принесла и поставила. Видите, Ну, вообще, она ничего как будто невозможного. тут так и стояла. Согласна. Оля просто очень любит принимать ванну. И я тоже. Я считаю, это лучшее средство, чтобы расслабиться. Расслабляешь себя с солью. Многие говорят, зачем в жаркой стране ванна, принимать горячую ванну? Не знаю, это особый кайф. Это сложно описать. Мы тут иногда в сауну ходим, мы в баню. Здесь вообще очень популярна баня и сауна. Здесь очень много и русских, и финских, и корейских Это вообще. уже на ДНК. Нам даже если 40 на улице, у нас 60 градусов будет ванна. Если 60 на улице, у нас 90 будет. Есть такое. Ну, пошлите дальше, раз уж вы меня Пойдем. принудили всем все показать. Ну, девушка какая красивая тут. Сидит, трудится. Приветик. Как дела? Прекрасно. Работаем. Поздоровайся со зрителями, они тебя уже тоже знают. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Трудится над сайтом Да. девушка. И вот это, получается, вторая спальня и тоже панорамное окно. Да, это вторая спальня с панорамным окном. Из нее есть проход тоже на балкон. А на Кулане вот на одном пляже такие красивые. Вот, кстати, часто тоже, да, спрашивают, какой вид брать, фронтальный или боковой на город и море. Вот посмотрите, вот это боковой вид. То есть, если просто море, мне кажется, скучновато, а вот чуть-чуть потемнеет, будет так красиво огонечки. Вот у вас тоже в копе боковой. Шикардос. Еще есть второй туалет. Да, покажи. Сейчас его оккупировала Женя, Ну, конечно. а вообще это туалет Симбы-кота. Пойдем. Ну, там тоже Сейчас можно было такое пройти. увидите, ребята. Я была в шоке, что у Симбы есть Вот, туалет-дом. это вообще самое крутое Капсула. изобретение, мне кажется. В космос летает несколько раз в день. Да, Симбочка? Он автоматически все убирает, там всегда чисто, никакого запаха нету. То есть подсыпаешь,
Где-то, наверное, дней на 10 хватает, здесь все скапливается в лоток, выкидываешь. Вообще очень классно. И Оля говорит, что на телефон приходит уведомление, что там происходит в туалете. Там что происходит, что сколько раз он, значит, за день сходил, и когда он туда заходит, его взвешивают. И мне иногда пишет туалет, когда кот или похудел, или потолстел, типа, обнаружен новый питомец, типа, вес не совпадает с предыдущим. Вот. Еще есть кормилка автоматическая. Все сенсорное. Вот что значит мама работает. Тоже с телефона. Ну, мне удобно, потому что я очень часто куда-нибудь уезжаю, улетаю. Так, тык-тык-тык. И покормила его. Ну, теперь все показала. Самое красивое, конечно, это балкон. Я очень люблю сидеть на балконе. Вот я вообще не знаю, что там, вот в этих горах. Это что за районы, кто там живет, понятия не имею. Ну, там, получается, у нас прямо, да, вот, да, основная трасса Сухумвит, по которой все едут с аэропорта. Да, который в Бангкок ведет. Да, да. А вот там, вот на холмах, видишь, дома всякие, это что за район? Это называется район за железной дорогой. Там Соя Каутало, Соя Чаепрык также, да, вот как Замкадом. Здесь. Когда Замкадыш, и там поселки в основном. Когда тебе за 30. Омега. Омега обязательно, Хорошо. Витамин С. Так. Это витамины, когда я в спортзал ходила, было такое у меня время счастливое. Голая женщина. Потом селен. И, Эрмиталь, желудок, как бы все не молодеем. Это для пищеварения, потому что У кого есть гастрит, поднимите руку. У меня. А еще мама мне прислала вот с сестрой прополис. Говорят, что это очень полезно. Она мне сказала, что я его ела. Ешь, это настоящий правильно. пчелиный прополис. Вот я И ешь пергу. Что это такое? Перга, такие шарики желтые. Ну, это как кашки пчел, что ли? Спасибо, Свет, я пока вот это поем. Полезная вещь. Вот такая. Я честно не знаю, из чего перга, но что-то пчелиные. А ты ела? Да. Нормально? Вообще невкусно. Ой. Ага. Но полезно. Меня Саша заставляет ее есть. Он такую ложку с горкой вот так ешь. А ты жешь, она сухая, прилипает к зубам. Ой, ты же как представлю, что это. Ну, это, наверное, не это. Но я не знаю, что это по вкусу. А, у нас дракон Я еще думаю, есть, да, это. дракон достал? Посмотрите, у кота 2 лежанки. Одной мало, подумала Оля. Куплю вторую. Нет. Нет, как вот, это вот было? эта оранжевая лежанка, это как раз когда я его только подобрала, в Личепку приехала, мы прям в Личепке его купили, она была такая ярко-оранжевая, я его в машине в этой лежанке привезла, она с детства. И он с ней везде переезжает. Понятно. А это тайская. Тайская. Одной ему мало. Конечно. Это он тебе сказал. А еще знаете, какая есть лежанка? Посмотри, у него еще 2 вообще-то. Божечки. Оля зарабатывает деньги, на кота работает человек. Тут же жарко в Тае, и здесь А. есть такие специальные лежанки, которые с охлаждающим гелем С внутри. охлаждающим гелем. Да, она всегда холодная. Посмотрите, Всегда засветлое холодная, лицо. представляете? Ну, потому что жарко. Вон рыбки всякие. А еще поилка есть. А, еще есть одно. Вот. Автоматическая поилка у нас еще. Ну, короче, это ты у него живешь. Ну, естественно. А не он с тобой. Я обслуживающий персонал. Он мне позволяет проживать с ним на одной территории, иногда приходит ко мне спать. Я немного разбираюсь в породах. И посмотрите, ценность породы кошек проявляется по многим признакам, в том числе полоски. Чем они ярче, смотрите, они должны выделяться. И если они не прерываются, значит, это ценный кот. Самый красивый, самый хороший, самый лучший кот в мире. Вот, все правильно сказала. Мы Он не репетировали. толстый, Он дорогой. Все. Все, вот так. Самый лучший кот. Так, ну что, по нашей традиции приступаем к чаю. Чай мы выбрали. Света выбирала. Носом. Носом. Мы с вами так давно, да, это делали. Я так давно вообще сама чай тоже не пила. Мы сейчас каждый его погреем в руках, в него чуть-чуть подуем, понюхаем, подышим и подумаем о том, что мы хотим, чтобы нам это чаепитие привнесло. То есть какое мы хотим получить состояние. Чай обычно он проливает организм, да, он или расслабляет, или наоборот дает тонус. У нас с вами белый чай это будет, точнее зеленый. Он немножко расслабит и успокоит. Поэтому можно попросить, да, чего-то у чая, чтобы тебе сейчас хотелось. Начинаем. Хорошо. Я пока подготовлю нам посуду. Я беру все руками. Да, я не модный чайный мастер, ни в коем случае не претендую. Есть вот такая черепашечка. Смотрите, красивая. Классная. Ух ты, со шляпкой. Да. Ее можно использовать как фильтрацию, как раз, чтобы чинки не попадали, когда сливаем. Света что-то там сильно захотела у нас от чая, по всей видимости. По списку пошли. Очень давно вообще я сама не делала чай. Вы прям меня сегодня заставили вернуться к чаю. Все стоит, а я что-то на кофе
хотя на кофе. Хотя чай, говорю, он очень успокаивает состояние. У нас с вами первый пролив, ждем немного, чтобы он не был насыщенным. У меня еще есть карты. Мы попросили уже Олю нам погадать. Знаки Вселенной. Это мне какие-то клиенты... Оксана с Сергеем из Екатеринбурга мне привозили эти карты. Мгм. Нужно сосредоточиться на каком-то вопросе, да, или просто спросить какой-то совет. У карт, они все здесь такие, с определенным посланием какого-то ответа ты, да, четкого не получишь. Тут есть на чем подумать и о чем Хорошо. задуматься. Давай. А мне как сформулировать? В настоящем, в будущем? Как вот просто спроси Ага. у карт, как ты хочешь. Помешай Хорошо. сама и выбери карту, и посмотрим, что она тебе ответит. Какого-то четкого ответа, да, вот ждем и посмотрим сейчас. И будем гадать, Саша, что же она такое спросила? А что, открывай, это же тебе послание. Весь этот мир ты. Вот, ответ на твой вопрос. То есть здесь нет четкого ответа, ты должна подумать, да, какой вопрос ты загадала, Ага. и найти вот в этом послании какой-то ответ для себя. Ну, я готова к худшему. Нормально. Еще нормально, Саша, ты тоже. Давай, Саш, задавай свой вопрос, мы тебе дадим вытянуть карту. Давай, Свет, помешай Саше. Ты задал вопрос? Мы, наверное, с тобой одинаковые задали сейчас. Это что же вам там такого? Что, Саш? Ты счастлив по умолчанию, пожалуйста, не лезьте в настройки. То есть все хорошо. Дайте я Не тоже лезь захотела на теперь. настройки. Давай. Так. Улыбнись, пожалуйста. Ну вот. Эти хорошие, безобидные карты. Ой, Ну, я здесь- боялась, тут сейчас Ну, начнется. здесь, кстати, есть Черный такие иногда осел послания. на метле, который пронзает змею. Ну нет, это же не какие-нибудь там эти Это мне нравится. модные таро же, да, вот эти, где ты говоришь, осел там пронзает еще кого-то, еще кого-то. На ведьму я пока не претендую. Пока. Пока. Хорошо. Пока с этими картами справляемся. Через 5 лет придем, Оля сидит, такие бусы. С шаром, да, с таким. Что-то тут дымится, варится. Что, у нас первый чай с вами готов? Ура! Саша, ты просто наблюдай, как мы это делаем, и как будто с нами глотай Аригато. чаек. Вкусный чай какой. Вкусный, в нем даже какая-то сахаринка присутствует. Вкусный. Растительная. И очень ароматный. Я не помню, говорю, какой это чай, это зеленый чай. А мне кажется, это чай с османтусом. Османтус это персик. Да, А. это такие цветочки персика. Мне кажется, это вот он. Зеленый чай с оттенками османтуса. Очень-очень вкусный. Классно, я рада. Вот это сейчас радость для матери. Ты мой маленький. Я принесла этот домик, он в него не залазил. Света говорит, смотри, говорит, он домик спит. Я говорю, как? Покажите. Как белка. Слушай, люди сейчас скажут, вот больная вообще кошатница. Там все когда. У нас Персей только вот тут спит, а внутрь очень редко залезает. Только когда очень холодно. Ты посмотри, Булочка. посмотри. Булочка. Сегодня я хочу познакомить вас с Олей поближе, потому что в основном вы ее видите в выпусках про недвижимость. Кому-то они интересны, кто-то еще не готов к покупке недвижимости за границей, кому-то они не интересны. Но сейчас вообще мы не об этом. Я хочу рассказать про Олю. И первое, что я хочу спросить, расскажи про приют для животных, который ты курируешь. У нас раньше офис был, там, где старая выставка. Вы туда приходили, помнишь, там, где много-много зелени. Да. И очень давно туда кто-то подкинул 2 котов. Ну, их кто-то выкинул, они там прибились. И эти коты плодились. По итогу там, наверное, кошек 10. И пока у нас там был офис, мы их кормили. И там были 2 тайки-уборщицы, которые убирались на территории. Они, убирали нам офис, они подкармливали этих котов. Мы там какой-то корм покупали, еще что-то. И получается, что 2 года назад там забросили полностью это здание. Там Да, оно мы ушло- были там, кстати, уже заброшено. Да, ушло на реновацию. И вот этих таек выгнали с работы. Одной тайке негде было жить. Она там все время на территории жила. У нее там такой, закуток. И она там с этими котами все это время проводила. Они мне звонят и говорят, мадам, а я привозила туда кошкам еду. Все, нам жить негде. Я думаю, а мне ее жалко. Вот, а они так, сердобольные, не знаю, они со мной там с каких годов, да, я к ним привыкла. Я говорю, надо что-то делать. Они говорят, чего? Я говорю, давайте я попробую как-то вам помочь. И в итоге была идеей прям открыть, да, большой приют. Она не ушла, эта идея, просто это нужно время же, как обычно. И самое простое, я просто сняла для них дом.
за Сухумвитом, они живут в Сираче. Большой хороший тайский дом. И туда перевезла таек и котов. И просто теперь там, не знаю, у нас, наверное, кошек 30. Периодически я устраиваю в интернете, да, там на Фейсбуке, везде по местным группам, типа, родились котята, заберите котят. Потому что мы всегда вроде там стерилизовали, там кастрировали, ну, кого-нибудь подкидывают, там, одного, двух, и мы еще не успели. Они все время беременны. У нас какой-то вообще нескончаемый поток вот этих вот котят. Наташа сказала, что взяла котенка. Да, Наташа где взяла ты его взяла? котенка. Говорит, ну вот у Олиных кошек родились. И я их подкармливаю, ну, как бы содержу просто, по сути, да, помогаю. Мне Молодец. нравятся котики. Молодец. А кто в этом поможет котикам, собачкам? Я вообще как-то животных очень больше люблю, чем помогать людям. Потому что человек, он сам по себе, он всегда может себе помочь, да, он ответственен за себя. Или у него есть такой же человек, да, в его окружении, кто может ему помочь. А животные, кто им поможет на улице, кроме человека? Поэтому я искренне восхищаюсь вообще людьми, кто, ну, помогает животным. Я знаю, что многие вообще, да, люди, кто, ну, в состоянии несостоятельные, забирают из цирка, О, да, брошенных вот этих вот животных, которые становятся не нужны там после, да, какого-то времени на сцене. Или в природе им тяжело потом. Или же, да, тоже очень модно в последнее время стало заводить вот этих маленьких тигрят, пантерок, а потом они, когда вырастают, получается, с ними там нафотографировались, натискались и их выкидывают. И вот есть люди, да, которые тоже их, ну, забирают, возят в дикую природу, это классно. А расскажи, пожалуйста, от чего ты сейчас получаешь радость и вдохновение? Вот что тебе сейчас приносит большую радость? Изменилось ли это с годами? Вот я расскажу про себя. Вот раньше мне огромную радость дарили всякие поездки, классные места, новые впечатления. А сейчас для меня большая радость – это вот так вот с папой, с мамой посидеть возле нашего курятника у костра и поговорить с ними о прошлом, о моем детстве, о том, как они жили. Вот я раньше родителей воспринимала как должное, но есть они и есть. А потом я вот пожила, посмотрела, что не всем так повезло с родителями, как мне. Им было так тяжело, и сейчас мне радость приносит вот общение с ними, меня всегда теперь тянет домой. Слушай, я вообще с тобой согласна, потому что я считаю, уехала в Таиланд, когда мне было там 20-21 год. И у меня не было особо никогда тесного контакта с родными. Да? Я вообще такая, я сама по себе одиночка. Я не могу сказать, что я там по кому-то скучаю или еще что-то. И вот последнее время я стала с большим удовольствием как раз, да, летать вот в Россию на лето. Прям я проводила, да, с бабушкой, с мамой. То есть у меня крестная мама, да, она всегда со мной. И вот сестра, я к ним прилетаю прям с огромным удовольствием. И для меня это стал кайф, правда. Еще сильно поменялось то, что я раньше любила большие компании, я любила какие-то там тусовки, вечеринки. Я последние годы все, что хочу, это тихо, домой, с близкими, с кем-то со своим, да, человеком, но никак вообще ни тусовочки, ни вечериночки. Вот это сильно поменялось в жизни. Что тебе еще приносит радость и удовольствие? Я люблю путешествовать. Да, мне все время мало возможностей, потому что я всегда работаю, но я очень люблю отдыхать на море. Это покажется кому-то дико, да, что ты же живешь на море. Я море здесь вижу просто только вот из окна, красивый закат, там или из машины я вижу это море. Я отдыхаю на Мальдивах, я люблю отдыхать, воду голубую, она меня очень успокаивает. Мне нравится, я последние годы летаю стабильно раз в год в Перу, в Южную Америку. Тоже для меня это, да, очень ценные поездки. Бани. В России я все время хожу по баням. Здесь я тоже очень люблю спа, онсены. Ну, как-то так. Очень, я такая сама по себе. Я очень одиночка. Мне тяжело с большой компанией, с большим количеством людей, потому что я работаю с людьми. И я настолько, да, вот эмоционально там и вечно в обсуждениях, что мне хочется покоя, покоя и тишины. Вот еще что хотел спросить. И ты, и мы много работаем. Вот ни ты не можешь нормально отдыхать, не умеешь, ни мы не можем расслабиться, да? Мы постоянно хотим каких-то достижений, свершений. Я думаю, это потому, что вот как у нас было, да, мы жили очень скромно с родителями, несмотря на то, что мой папа работал и колымел, то есть оставался до 9, еще рыбачил, и мама работала постоянно, у нее такой был, знаете, график. Днем она выходит, потом ночь, потом в обед на фабрике предельно она работала, то есть они очень сильно уставали, но зарплаты иногда задерживали там на полгода и больше, нам приходилось там у бабушки деньги занимать, и мы очень тяжело жили.
И я всегда мечтала поскорее вырасти и пойти на работу. И у меня была одна единственная мечта. Я хотела разбогатеть, я прям мечтала иметь много денег, чтобы, первое, съездить с родителями на море, потому что у меня были, одноклассники, которые часто ездили каждый год с родителями на море, и они так, знаешь, на море были, там какие-то морские звезды привозят, ракушки, а мы не могли себе позволить. И я знала, что мои родители бы с радостью поехали на море. Мама там никогда не была, папа только служил во Вьетнаме. Слушай, я он тебя меня сейчас перебью, да, вот ты рассказываешь, что для тебя было, да, что кто-то ездил на море, а мы не могли. Да. А я раньше, да, у меня тоже такая семья, но мы еще коснемся. Да, я сейчас к тебе хотела Да. уже перейти. И я помню, когда мне одноклассники, да, тогда летали все в Сочи, это было модно, там, Да, на самолете, я думаю, офигеть, это сколько стоит билет на самолет. Я даже не могла себе представить, что я когда-то буду иметь деньги, чтобы билет на самолет купить, потому что тогда это казалось просто нереальным. Простите, я перебила. Просто Не, мне так и есть. Я так это вспомнила. И я тоже считаю, ярко. что вот то, что мы в детстве так тяжело жили, с одной стороны, это, может, плохо, да, с другой стороны, это дало мотивацию работать, развиваться. Потому что, знаешь, вот как Жириновский сказал, когда у детей все есть, они ни к чему не стремятся, они особо не развиваются. Говорят, у меня ничего не было, у меня ручки не было шариковой, а я мечтала ручки, у меня перьевая была. И я мечтал заработать денег, чтобы у меня вот это все было. И вот это стало моей основной мотивацией работать. Но ты хотела отвезти родителей на море, а что ты еще хотела? Я хотела, чтобы у них дом нормальный был, утеплить его. Мне всегда вот родительская тема. Я как-то не планировала замуж выходить. И я папе всегда говорила, я замуж не выйду, я буду с вами жить. Он говорит, ой, как хорошо, как здорово. Мама говорит, это ты сейчас так говоришь. Я говорю, не, я Саратов не перееду ни за что. Никогда, Нет, да? мы будем жить с вами здесь все вместе. Так не получилось. Но вот мне всегда хотелось им мир показать, все вместе куда-то поехать. Вот так вот. Чтобы больше не было такого, что у нас нет на хлеб. Вот всегда там мама, я прихожу со школы, она говорит, Светик, там сегодня винегрет. А я знала, я даже шутку придумала, если дома винегрет, значит больше денег нет. И я терпеть не могу винегрет до сих пор. Потому что я помню, там, папа утку с охоты приносит, и вот эта уточка лежит, и нам с сестрой ее подают, мы ее там вот едим, а родители там какие-то кости доедают. И я, когда уже начинала подрастать, я понимала, что у меня там папа в дырявых ботинках ходит вторую зиму, чтобы мне там в школу все купить. И я смотрела, мне было так грустно от этого. Я думаю, почему вот вы работаете, а мы так живем? Вот я хочу зарабатывать столько денег, чтобы мой папа больше не ходил в дырявых ботинках. И я хотела спросить, что для тебя стало вот этой мотивацией работать и зарабатывать деньги? Знаешь, я с тобой полностью согласна. Почему ты не стала лентяйкой? Что, наверное, если бы, да, не такое детство, то всего бы этого сейчас не было. Хотя когда-то я даже где-то считала родителей виноватыми. Думаю, почему вот у меня такое детство, такая жизнь? У меня мама работала в больнице медсестрой, а отец у меня очень сильно пил. И он то работал, то не работал. И у нас не было практически тоже денег на еду. Мама содержала, получается, меня, да, и мужа, который там то работает, то не работает. И долгий период отец работал на макаронной фабрике и зарплату получал макароны. Мой папа кирпичами. Вот, и потом еще на пластиковые, какие-то пластиковые, там первые подстаканники, там под зубные пасты. И вот мама в больнице продавала этот пластик, да, медсестрам, чтобы хоть были какие-то деньги. Или мы ели вот эти вот макароны, вот эти рожки. Я вот до сих пор, ты говоришь, ты винегрет. Я вот эти рожки, когда вижу в магазине, я думаю, господи, просто. Я их ела, я не знаю сколько. И больничную еду. Мама приносила с больницы еду. И я, по-моему, тебе рассказывала, да, что я никогда не ела красную рыбу до 12, наверное, лет, получается. И тогда в больнице подали горбушу. Горбуша с каким-то морковным соусом. В общем, она принесла маме вот такой вот лоток, алюминиевый, больничный. И я помню, я объелась этой рыбой, но я вообще никогда такого в жизни не ела. То есть это было такое для меня что-то нонсенс. Мне было так плохо, я до сих пор красную рыбу, я не ем мне стейки, я ем ее соленую, сырую. Не на пару, да, не жареную, очень не нравится. Но я вообще. даже до сих пор, когда запах вот этот вспоминаю, думаю, блин. Вот так вот я тоже, да, жила. Но для меня мотивацией было выбраться из вот этой... Я не из Москвы, я из области, да, я с поселка Нахабино, это поселок, сколько он, наверное, 20 километров от Москвы. Это обычное, как ПГТ, поселок городского типа, где половина пьют, да, половина еще, там кто-то наркоманит, кто-то еще.
У меня всегда была мотивация, я не хотела жить в нищете. Я до сих пор помню, да, вот эти вот одни джинсы на весь учебный год. И у меня тогда была собака, у меня был стаффордширский терьер, они очень мощные. И я помню, мне мама купила джинсы, там, да, это долго же, вот как мы тогда все на картонках на Черкизоне одевались, да. Невеста, Да, да, жених, да. бери, 200 Вот. рублей уступлю. Да. И вот мне мама купила тогда, помню, джинсы модные такие, голубого цвета, такой морской волны. И я такая классная, значит, все, мне в школу, там сентябрь. И меня дергает собака, я падаю с крыльца, раздираюсь я, короче, эти джинсы, а они новые. Я прихожу домой, и я такая, показываю, мама говорит, и чё? Она говорит, все, это тебе на год. И мне вот их зашили, у меня вот одни джинсы, да, там какая-то обувь. Также, и у родителей, и у мамы, и у папы. И я всегда хотела просто выбраться из этой нищеты. Я каждый день им говорила, я не буду так жить, я не хочу так жить. Я сделаю все, говорю, чтобы отсюда уехать, и чтобы мы жили как люди, чтобы у нас было все, чтобы у нас была хотя бы еда. Потому что, это сильно как бы по психике на самом деле сказалось. И мне кажется, многие годы я сначала закрывала какие-то вот эти потребности, да, хотелось... Да, я тоже. Вот, Я тоже. Когда меня всегда всего. говорили бомжиха, нищебродка, когда даже канал начинали вести, мне говорили, Света, ты в Таиланде живешь, купи себе красивых платьев, почему-то у тебя шорты и футболка. А мы покупали эту футболку и шорты в магазине Tesco, и это единственное, на что нам хватало. Все, я думаю, я бы с радостью обновила гардероб. Да не на что. Слушай, у меня рано все, да, получилось и начало получаться. Со скольки лет ты работаешь? Я работаю с 14 лет. Я очень рано пошла работать, я тогда занималась Oriflame косметикой. Помните, Да, вот это конечно, пошло? Я занималась Oriflame косметикой, я подрабатывала в школе художников-натурщицей. У меня подруга была художник, она в художественной школе училась. И я все лето работала там на пленэре, когда на природе они рисуют, потом в студиях, натурщицей. Потом я на завод пошла работать. Меня потом папа устроился на завод, на КМЗ в Красногорске, и меня туда устроил. То есть я всегда работала. И самое интересное, вот в тебя родители верили? Да. Всегда. Да? Да. Они даже с собрания всегда приходили и говорили, мы так гордимся тобой, ты у нас самая лучшая, ты у нас самая красивая, самая молодец. Я думаю, да, обычная. Но было приятно. Слушай, это здорово, потому что когда я вот с родителями, мне кажется, это была вообще одна из претензий, но это, наверное, была основа, почему я так выстрелила, потому что они в меня не верили. Мама говорила, типа, как бы что ты сочиняешь, так все живут. А папа мне говорил, ты вообще из мира фантастики, потому что, помните кино, где Коленька, Оленька, все будет хорошо. Все будет хорошо, один из моих любимых фильмов. Да. Где на 3 белых Мерседесах, да, он приехал. Я тебе рассказывала это тоже. А я смотрела, думаю, я мечтала просто о Мерседесе. То есть у меня была первая мотивация, почему, я сейчас все время езжу на Мерсах. И кто-то там, я даже помню, нам комментарий писали, да у нее там родители какие-то богатые. Да, часто так пишут, что у Оли либо мужик богатый, у меня там либо все походу богатые, только я не знаю Да, этого. как будто она приехала такая в Таиланд, за полгода открыла компанию, туш, продает квартиры, вся в бриллиант ходит. Это вообще не та история. Это вообще, И сегодня я хочу рассказать ту историю. И мне кажется, у меня вот одной такой самой большой мотивацией было доказать отцу. Потому что отец, он вообще как-то так, надо мной смеялся, может быть, потому что я помню, что на крыльце вот они сидели, там бухали с мужиками. И он мне говорит, ты что опять куда там пошла? Я говорю, вот там на работу, что ты все ходишь, о Мерседесе о своем мечтаешь? Я говорю, да. Я говорю, я в 18 лет, я говорю, приеду к тебе на Мерседесе. Он говорит, а почему приеду? Я говорю, потому что я здесь, я говорю, жить не буду. Я сделаю все, чтобы уехать из этого странного Нахабино. И он, помню, такой в стёб с мужиками, да ты и так, сейчас поедешь на самом дорогом транспорте. Я говорю, каком? А я даже не поняла. Мне говорят, на электричке. И они всем подъездом ржали. И вот, наверное, одной из мотиваций было вот еще доказать. Но я к нему приехала. Правда, не в 18, а в 19 лет на белом Мерседесе. И вот долгие годы, наверное, я многое достигла благодаря вот этому доказать папе. Это не хорошо, не плохо, я не знаю, как к этому Я тоже относиться. не знаю. Но это послужило одним из стимулов доказать отцу, что ты был вообще не прав, не про это. А потом, то есть со временем у меня где-то эта обида прошла,
Как ты вот это проработала? Потому что сейчас я вот Слушай. смотрю рилсы, столько людей жалуются на родителей, у меня обида на мать, у меня обида на отца, то все. И они копаются, 1500 часов у психолога прорабатывают. Я думаю, блин, на это столько денег уходит, столько времени. Вот как ты? Мне это понадобилось очень много времени. Да, вот. Мне очень много времени. Вот мне сейчас 35 лет, и мне кажется, что я буквально только пару лет могу нейтрально общаться. То есть я помогаю, да, то есть отцу там, я поздравляю Оля с хорошо праздниками. помогает родителям. С мамой я более ближе, да, с родной, чем с отцом. И у меня нет какой-то претензии, что нате, да, там, вот там или еще что-то. Я просто ровно. Но я не могу тебе сказать до конца, что я не помню, да, вот этой обиды, особенно отца. То есть у меня почему-то мама не так, да, глубоко сидела, как отец, потому что я вообще все время была папиной дочкой, я очень любила отца. И вот это вот его неверие в меня как бы сыграло свою очень серьезную роль. И не могу даже тебе сказать до сих пор, что я как-то ровно. Потому что нет-нет, я иногда могу его даже стебануть в разговорах. Он до сих пор сам, ну, как-то не принимает, наверное, тот факт, как так получилось. Это, кстати, даже про мою компанию, про бизнес. Они ко мне, когда прилетели в Таиланд, наверное, мне было 25 лет. У меня уже была выставка. И первый раз я привезла родителей в Таиланд. То есть вот они прилетели, и я помню, отец заходит ко мне в офис, и он такой смотрит, а это же огромная, да, там выставка Да, была. я знаю эту историю. Да, он мне говорит, что это за магазинчик? Ты что, тут арендой занимаешься, работать? А где ваш директор? А я уже даже предупредила своих менеджеров, что у меня, да, вот такие специфичные, как бы, папа. Я говорю, не реагируйте, пожалуйста. И то есть он даже не принимал тот факт, да, он не верил, что я открыл компанию, что я работаю. Он мне говорил, что ты там бегаешь, арендой занимаешься какой-то. И вот прошло столько лет, я уже стала публично известна, да, у меня есть на сегодняшний день награды, там еще что-то. И я недавно, мы получили в топ-5 агентств Таиланда на Скайпарке на презентации. И я выложила сторис. И мне папа пишет, ой, Оля, а что это такое, тебя с чем-то можно поздравить? И вот эта вот язва, да, это вот все равно же обида детская. Я им пишу, прикинь, как магазинчик-то раскрутился. Ну, то есть вот так вот. А ты не думаешь о том, что родители уже молодцы за то, что нас родили и воспитали в такие сложные времена? Их никто не учил жить, это послевоенные Вот. жестокие люди, холодные. Свет, я с тобой полностью согласна. Это вот был как раз тот фактор, да, к которому я шла. И вот 2 года я стала тепло относиться. Я поняла, что, а что я от них хочу? А кто их научил любить? Я просто хочу это Откуда донести вообще? другим людям, Откуда которые вообще, сейчас в да. такой же ситуации. Откуда вот эта претензия, да, что вы нам были должны? Вам никто ничего не был должен. Хорошо, что не сдали в детдом. Ну да, что накормили там как могли, да, еще что-то. И вот только со временем я в себе вот это уварила, уложила, я стала благодарна им, безумно, да, что они вообще меня родили. Да. Потому что я, допустим, да, вот мне 35, у меня нет детей. И их нет, потому что я осознанно как бы понимаю, что это сложно, это нужно любить, ты должна отдавать любовь, время, заботу. Это эгоизм, наверное, да, с моей стороны. Но они нашли, да, вот время, Да. силы в меня вложить. Поэтому я их безумно люблю, я как бы, да, им всегда помогу. Но вот эти детские обидки, про которые ты говоришь, они где-то нам служат вот катализатором, Да. где-то мотиватором. Я считаю, их надо воспринимать Как-то как так. мотивацию к действию. Просто в каких тяжелых условиях жили наши родители, да, вот. Я всегда об этом думаю. И У меня так, бабушка да. вообще из детского дома. И я тоже как-то совсем случайно об этом узнала. А мы же, да, вот, ну вот по женской линии, если смотреть, ты же передаешь вот эту вот, ну, любовь, да, заботу. Я думаю, а как вообще моя мама могла научиться любить меня, Вот. когда бабушка, да, она всю жизнь, сначала детский дом, потом она пахала на стройке, мама-то у меня тоже недолюбленный ребенок. И вот мы все какие-то, да, вот калеченные дети. Да, в этой ситуации можно либо, у вас 2 варианта, либо обижаться, но это плохой вариант, он к хорошему не приведет, либо стать тем первым источником любви в вашем Спасибо, роду, просто спасибо который за дальше жизнь. понесет это тепло. Поэтому, да, мам, пап, я вас люблю. Да, всем родителям Да, спасибо, всем что родителям вы есть. вообще низкий поклон, что они продолжают, рожают, заботятся, беспокоятся. Мы с тобой, да, вот я вспомнила, что у меня бабушка из детского дома, вот ты, да, сейчас рассказала про вашего знакомого из Да. детского дома. А мне вообще тоже очень интересно получилось в жизни. У меня 2 мамы.
У меня есть родная мама и есть крестная мама. И я последние годы, да, очень часто общаюсь тоже с девчонками, да, кто-то там женится, разводится, да, вот это все там, у кого-то дети, у кого-то отчим. А вообще, почему кто-то на кого-то должен обижаться или кто-то от кого-то что-то требовать? Не всегда вообще тот человек, кто тебя родил, да, тебя долюбит. Но всегда находится тот человек в жизни дальнейшем и в окружении, кто тебя вот этой заботой окружит. Допустим, Да, также и у него потом я очень, да, семья вот благодарна хорошая. своей, да, родной маме, что она меня родила, она там как могла меня тащила, кормила, поила, да, но она работала, всю жизнь работала, чтобы нас прокормить. А потом в моей жизни появилась крестная мама, да, которая долюбила. И вот они совместно, то есть меня долюбили. Вот как-то так получается. У всех по-разному. Здесь нет одного Да. сценария. Да. Поэтому Главное ни на кого обидку не держать. не держать. Обида разрушает тебя изнутри и не дает тебе развиваться. Я в этом уверена. Оля, а расскажи еще, пожалуйста, про свое образование и про музыкальную школу. Оля окончила музыкальную школу по классу фортепиано. То, Да, чего не да, смогла да. сделать я, но очень хотела. По фортепиано, ты знаешь, кстати, я пошла в музыкальную школу, я очень хотела петь. Оля хорошо поет. Кто в слышал, детстве. подтверди. Да, я прям мечтала просто горланить, но не было времени меня возить в музыкальную школу, а потом у нас музыкальная школа вдруг открылась около дома, меня туда отдали. И фортепиано просто это было минимально, да, что не требовало долгих занятий. Я хотела петь, мне не нужен был инструмент, и просто нужно было выбрать, поэтому был фортепиано. А так я пела, и у меня преподаватель все время, ну, как бы стебала, и мама говорила, все участвуют в хору, хор орет, и я ору. Это была я. Ага. Я 7 лет, да, отучилась в музыкальной школе. Осталось еще на 2 года солисткой петь. Я мечтала быть звездой. Я хотела быть певицей. Тогда пришел с Гнесинки, я даже не помню, как его звали, преподаватель в музыкальной школе. Было прослушивание. Я прошла это прослушивание. Говорит, тебе надо в Гнесинку, тебе надо петь. И я такая, помню, радостная, прихожу домой. Я говорю, мам, пап, все, я буду звездой. Я буду на сцене, и я буду петь. Они на меня смотрят и говорят, Оль, как бы у нас денег нету. Ну, за тебя, да, там башлять, платить. Папа мне такой, спать ты, говорит, ни с кем не будешь, зная твой характер, да, там, за то, чтобы тебя звездой делали. Говорит, все, что тебе светит, это оркестровые ямы в Большом театре. Какая-то логика была в его словах, я думаю, ну, правда, да, ну, как бы у нас нету денег меня там продвигать. Сама я не знаю, да, чего там, как бы все равно, ну, это, я хотела на сцену очень. И я думаю, ну, ладно, пойду в экономический. Так сломалась, да, моя мечта быть певицей. Я пошла в экономический, я закончила финансы и кредит, я закончила менеджмент предприятий, у меня есть MBA законченный, много курсов я проходила. В общем, я всегда училась. Я вообще параллельно училась в школе и колледже, очень многие не могут сопоставить, типа, откуда она такая, типа, с такими образованиями молодая. А я училась параллельно в школе и в колледже. И получается, когда я закончила 11 класс в школе, я параллельно закончила колледж. И меня после школы сразу взяли на 3,5 курс института. И получается, что в 18 лет я уже закончила первую вышку. Потом вторая, потом MBA. Но все-таки музыкалку закончила. Конечно, я закончила. Я говорю, 7 лет учиться в музыкальной школе, я еще 2 года ходила дополнительно просто петь. А бабушка твоя рассказывала, что музыкалка вообще черт знает где находилась, и не Павшино, всегда у тебя да. было на проезд. И Оля говорит, пешком, Да. здесь снег и град, она топает в свою музыкалку. Мы говорим, не ходи, а она Не, идет. мне очень нравилось за успехом. петь вообще. А сосед, слушайте, это вообще такой прикол. Ну, представляете, как громко ты на пианино играешь? А ты когда учишься, Ну там да. есть такие упражнения, когда ты руку, ну, тебя учат ставить руку на фортепиано, и ты вот кулаком вот так вот стучишь по клавишам. И я сначала долбила, короче, по этим клавишам, потом вот эти вот аккорды ты растягиваешь пальцы. Ага. И я помню, я когда закончила музыкалку, а там тоже выпускной, как в школе, то есть там цветы, праздник. И я прихожу домой, и сосед стоит, дядя Сережа, с цветком. Я говорю, дядя Сереж, он говорит, я тебя поздравляю. Говорит, Оль, я так ждал этого дня. Говорит, слушай, я, говорит, газель прям на завтра закажу. Куда, говорит, вывозим? Пианино просто. Я достала весь дом, потому что я бабам, вот так вот, мы так ржали. Ну, вывезли мы потом пианино, к бабушке поставили, и потом у меня сестра тоже младшая, Кристинка, она пошла по моим стопам в музыкалку к моим же педагогам, тоже на фортепиано на моем долбила. А скажи, пожалуйста, какое место сейчас в твоей жизни занимает работа? 90% из моей жизни занимает работа. Я очень люблю свою работу, мне нравится, то есть для меня это драйв. Если я сижу без дела, мне скучно. Я тоже. Вот, мне хочется развивать, мне хочется делать, я фанатею.
я нестандартный человек, да, я люблю, говорю, вот на чем сосредоточиться, чего-то развивать, что-то делать, чего-то достигать. То есть мне всегда хочется развития, что-то выдумывать. Не страшно тебе было здесь строить вот компанию, открывать? Мы с тобой как-то это обсуждали, да, поначалу был страх, да, я тяжело шла, у меня тяжелый путь, я не могу сказать, там, для кого-то, да, все просто, тут смотрит со стороны, он, да, там. Со стороны всегда все просто. Да, то есть я прохожу и иду тяжелый путь. Все, что у меня есть, я всегда говорю, это только мой труд. То есть мне неоднократно хотелось и сдаться, и, да, закончить все в сложные моменты. Ты очень устаешь, я иногда сплю по 4 часа. И вот из-за разницы во времени, извини, перебью, Да. Оле пишут иногда вопросы, а у нас тут как бы плюс 4 часа. У нас уже 2-3 часа ночи, она отвечает всем. Ну, потому что все приходят с работы, да, Да. мы много работаем с Россией. То есть вот там 7-8 вечера люди поужинали, вот они садятся как раз, да, обсуждать то, что я им отправила. А у меня-то 12 ночи. Да. Я могу до 3 ночи сидеть со всеми общаться, все дела делать, потом здесь я в 7 утра просыпаюсь, делаю свою работу, в ночь опять работаю. Тяжело, бывает тяжело, но это классно, это моя жизнь, мне очень это нравится. Да, мы это все видим. Это драйв. И скажи, пожалуйста, напутствие всем тем, кто тоже хочет добиться успеха, кто родился в небогатой семье, кто также мечтает о большем, в кого не верят. Что бы ты им посоветовала? Никогда не сдаваться. У вас не получилось раз, делайте еще раз. Не получилось, делайте до того момента, пока не получится. Это же тоже сейчас очень много у известных, да, бизнесменов берут интервью. А что бы вы посоветовали? Да. Просто делать. То есть каждый успешный бизнесмен – это человек, у которого 1000 ошибок за спиной. Просто в отличие от кого-то он не сдался, он не остановился. Просто не сдавайтесь. А второй момент, вот, допустим, в моей жизни это самое важное, что есть. Не то, что не сдаваться. Я упрямая сама по себе, я овен. Мне очень было важно, так как в меня не верили мама с папой, чтобы в меня кто-то поверил, потому что все-таки, когда в тебя не верят, ты сомневаешься очень сильно. Конечно, мы всегда верим в плохое. Вот нам говорят что-то хорошее, мы думаем, врут. И я считаю, а плохое что да. сразу думаешь, да, так оно и есть, я так тоже думаю. Да, мало кто за вас порадуется там, или вам скажет, ой, какой ты молодец, а у тебя не получилось, скажет, ну, мы же тебе говорили, ты, да, как бы дебил. Вот, ну, это же так и есть, то есть, да, ты приди, расскажи о своей идее, да, просто вот поделись с кем-то. Да, даже друзьям тебя говоришь, 90% они друзей говорят, скажут, ты что да, ты это не пойдет, это не пойдет, все Да. раскритикуют, ногами растопчут, поэтому очень наверное, важно, лучше чтобы ничего не был говорить. человек, да, или люди, кто в тебя верит. Вот в моей жизни это очень важный человек, это моя крестная мама. Она мне всегда говорила, ты молодец, у тебя все получится, я в тебя верю. И я иногда, да, как бы все, я устала, я хочу сдаться. А мне говорит, ты что, у тебя все получится. И когда ты ну, такую поддержку испытываешь, это очень важно. Ты действительно находишь в себе силы пробовать там 1010-й раз, и обязательно у тебя получится, обязательно. Поэтому верьте сами в себя, не сдавайтесь и окружайте себя теми людьми, да, никто вам будет говорить, ты дебил, что ты там придумал, да, там это все уже изобрели, у тебя ни хрена не получится, все у тебя получится. Просто примите, да, тоже тот факт иногда, что жизнь бизнесмена, вообще человека, который занимается большим бизнесом, в нем не бывает много людей вокруг. Ты чем выше идешь, тем ты меньше в своем кругу имеешь людей. Поэтому просто сразу готовьте себя, что вы встаете на тот путь, где у вас будет мало людей по кругу, кто, в принципе, вам скажет, ты такой молодец, мы так за тебя рады. Да, или вот даже вот на ребят, да, я тоже читаю комментарии, я знаю, вот мы сейчас сидим со Светой такие классные, кто-то будет, да, на нас смотреть, думать, сидят они там, рассуждают, вот, ну, этой карте, посмотрите, да, на ее руки, тут у нее Тиффани, тут она в платье, рассуждает, да, как она там голодала, это рассказывает про макароны, тоже все сидит, так это столько труда. Просто каждая вот эта, да, вещь на тебе, это безумный труд. Это гастрит. Это, да, это безумный труд. И это все заслуженно. Тоже надо это понимать, что это очень большая работа. Да, многие писали, что у меня богатый папа, потому что он был в кепке Роснефть. Я не знаю даже, откуда у нас эта кепка в доме, она всегда на холодильнике лежит. То ли из секонда, то ли еще откуда-то. Мой папа всю жизнь работал на кирпичном, силикатном заводе в Александровке. Все. Он проработал там всю жизнь.
Ну да, мне тоже Никакой нефти. Мы ее в глаза не видели, нефть вашу. по комментариям богатейшие родители, любовники, там у меня что только не было. Я вот по комментариям читаю, короче, у меня там такая богатая история. Ну а ты бы смогла вот чисто теоретически быть с человеком, он тебе говорит: так, все, мне не нравится твоя работа, сидишь дома, занимаешься бытом, я нас обеспечиваю. Конечно, нет, Свет. Всё. Это вообще даже не в моем характере. Ну, то есть я считаю, что все люди, мы как бы свободны. И Нам с котом это не подходит. Да, что значит, да, ты сядь дома там и делай вот это или вот это или вот это? Ну, как бы нет. Мы попили чаечку и продолжаем нашу беседу о самом сокровенном. И я с разрешения Оли задаю вопрос, который вы часто задаете: а с кем Оля встречается? Что интересно, этот вопрос задают все, и мужчины, и женщины. Женщинам, наверное, просто любопытно, а мужчины, многие интересуются, свободна ты или нет, может быть, можно тебе написать, познакомиться. Рассказывай, что у тебя с личной жизнью, с такой-то работой? С кем спит Оля? С единорогом и черепахой. Да, там же, помню, поначалу даже в первом видео, помнишь, когда у меня была короткая стрижка, кто-то думал, что я вообще по девочкам. Да, я удивляюсь, люди утверждали такие вещи. Я думаю, алло. Как будто они со мной спали, да, все? Да, я думаю, алло, а ты тогда с парнем встречался? Да, Вы его да, знали? Я думаю, как бы нет. Они такие: да чё нет? Все мы знаем. Все знают, одна я ничего не знаю. С личной жизнью я просто такой правильной, наверное, ценности. То есть для меня ненормально, когда люди живут, ну да, вот пара там, ну или муж и жена, вот они поженились, родили, развелись, там у ребенка потом следующий папа, там следующая мама. То есть или люди живут там, да, друг друга ненавидя, изменяя. Почему вы живете? Потому что надо. А что подумают те? Я не хочу так жить. То есть вот есть такая песня: а на троне высоком царица любовь, а на меньшее я не согласен. Я вот только так представляю свою жизнь, да, с мужчиной. Только вот в сокровенном, близко, и тогда как бы я выйду замуж, да, может быть, я дойду когда-то до детей. Я за любовь, то есть я не исключаю, точнее не исключаю, я желаю, да, то есть я мечтаю встретить человека, который будет мой. И я не буду выбирать человека, да, как многие там, какие-то женщины выбирают, вот, да, мы с Вестой обсуждали, что, ну вот, чтобы меня дома посадили, обеспечивали. Поудобнее жилось. Да. Там, или какие-то, да, женщины, вот я сейчас его буду детьми придерживать, да, он мне будет башлять. Или какие-то мужики, да, то есть ищут тоже себе женщину, что тебе надо, да, ну, чтобы мне там борщи варили, или, наоборот, красиво, чтобы она со мной там на какие-то приемах. А где любовь? Да, да. А где вообще во всем этом любовь? А зачем тогда это все? Поэтому я пока не встретила, да, на своем жизненном пути человека, где я бы почувствовала себя девочкой, где бы я почувствовала себя безопасно, потому что я сильный человек, я тяжелый человек, я работаю. То есть меня не нужно обеспечивать. В моей жизни очень много всего. Я не готова, то есть, быть домашней курицей. Это тоже же человеку, да, нужно принять меня вот такой, какая я есть. Я постоянно где-то летаю, улетаю, прилетаю, работаю, да, я там на телефоне вот так вот с двумя. Поэтому я за любовь. А вот как ты считаешь? Потому что я за вами, да, столько наблюдаю, за ребятами. Вы же тоже, да, не видите их за камерами, а я вижу их за камерой. Вы не представляете, как они друг о друге заботятся. Как Саша иногда останавливает съемку, подходит к Свете и вот так вот начинает ее аккуратно причесывать. Как она ему, да, там говорит: Сашими, там, а вот это, а вот это. Вот это любовь, вот это настоящее отношение, когда вы как единое целое. Вот такое вот я вижу, да, вот свои отношения. Я также всегда думала, Вот. Если выходить замуж, то вот так. А Да. если нет, мне одной хорошо. Мне с родителями хорошо всегда было. А ведь у нас, я говорю, большинство пар там, я просто, что у меня так складывается в моей жизни, я дружу больше с мужчинами. Ну, то, что я такая, да, ну, как бы Я я... тоже с мальчишками. Вот, с мальчишками. И получается, что у них у всех есть там жены, семьи, да, и они мне все, прям как она меня достала, да, там, или еще что-то. У всех, Самое поганое, у всех там по любовнице, да, также с женщиной начинаешь, да, что, пусть гуляет, главное, чтобы башлял. Думаю, вы нахрена вообще все так живете? И то есть, и у меня по статистике, вот, это правда, я не вижу вокруг себя, ну, нет, я вижу их очень мало, счастливых пар. Потому что когда-то нам посадили, что надо, вот девочки школу закончила, там, да, 2 года, надо замуж. Стерпится, слюбится. Да. Какая у тебя мечта? Может, у тебя есть какая-то мечта?
мечта. Да, нематериальная. Ты знаешь, если касаться нематериальной мечты, наверное, мне хочется быть больше свободной и больше счастливой. Мгм. Наверное, вот если мы не говорим про материальную вещь, вот так. Мгм. Я хочу как-то больше времени свободного. Ну, не могу сказать, что это мечта. Наверное, нет, Свет. Вот это сейчас, да, так спросила, я давно на эту тему не думала. Есть ли у меня какая-то мечта, которая не связана с материальными благами? Нет. А у меня есть такая мечта. Какая? Я вам сейчас ее расскажу. Чтобы изобрели медики, там, ученые, не знаю кто, такую штуку, лекарство от всех болезней. Вот что с человеком там случилось что-то, да, вот мой папа после инсульта, я не могу его в Таиланд привезти. И я понимаю, что с возрастом вот этот риск всяких болячек, он так возрастает. Вот мы даже сейчас встречаемся, о чем мы говорим? Коллаген, витамины. Да-да-да, что для гастрита? Гастрит, артрит, сосуды. Ты что пьешь, а ты что пьешь? Это не про алкоголь. У нас у всех вот эти банки. Чтобы изобрели такую штуку, ты выпиваешь и снова чувствуешь себя классно. Вот папе я бы дала такую штуку, и мы снова поехали в Таиланд тусить. Потому что мне так грустно наблюдать, как люди потом живут после этого события и не могут радоваться обычным вещам, которые здоровые люди воспринимают как должное. Ты знаешь, Вот такую я мечта у меня. вот это вот, Услышьте меня. ну, типа, да, мир во всем мире. Я, наверное, какая-то, ну, может быть, жестокая. Ну, тебе не дадим эту таблетку, страдай. Вот, я считаю, что Если каждый хочешь, что пожалуйста. каждый человек, да, вот если он получает какую-то болезнь или еще что-то, он получает ее за что-то в своей жизни. То есть я вот в психосоматику, да, вот туда больше Да, я немножко тебя ухожу. поняла. И вот помочь всем, то есть, наверное, никогда не будет такой таблетки, потому что это будет невозможно. Некоторые люди, они сами же зовут себе, да, вот эти какие-то болезни или еще что-то, и они не хотят из них вылазить. То есть для кого-то это образ жизни. Ну да. Поэтому вот так вот мир во всем мире. Наверное, сейчас, да, вот я бы хотела реально мира во всем мире в связи, да, вот вообще с мировой ситуацией. Мгм. Мне бы хотелось чистого неба там над головой и спокойствия, чтобы, да, там все жили тихо, спокойно и мирно. Какую музыку ты любишь? Твои О, любимые исполнители, жанры, композиции? Я очень своеобразная в музыке. Я очень люблю просто музыку. И я фанат шансона. Вот так. Я люблю шансон. При этом я люблю русский рок, да, я очень люблю. Мы с тобой постоянно горланим. Постоянно да. на Пхукет Люблю едем, Земфиру, включаем. да, люблю Сплина, люблю Король и Шута. И очень люблю транс-музыку. Я, короче, очень много музыки люблю. Но, наверное, вот шансон у меня в приоритете. Я даже раньше помню, мы в юношестве с какой-то тусовки едем, я ездила на open-air, на разные, на Гоа Транс, то есть я это очень любила. И мы едем там с вечеринки все такие, да, там натусовались, отдыхались, и я такая тихонечко кругом мне все: Оля, Не надо. не надо, пожалуйста. Я разную музыку люблю, но вот в приоритете такое что-то. Понятно. Ты хотел бы вернуться в 20 лет? Нет, Нет, я тоже. нет, вообще мне кажется, что с каждым годом как-то ты интереснее и качественнее живешь. Это вот в идеальном сценарии. Так должно быть. Ну, то есть я бы вот, допустим, вспомни, как я выглядела. Вот, да, мы с тобой тоже недавно это Да, обсуждали. ты выглядела старше, чем ты сейчас. Я выглядела старше, я выглядела плохо. И то есть по мере того, вот, как я взрослела, Ты же да, там, улыбалась меньше. качественно, да, начинала жить, и у меня полностью меняется жизнь. Поэтому нет, я не хочу вернуться в 20 лет. Мы сегодня подняли много интересных, важных тем, и мне бы хотелось, чтобы это не была игра в одни ворота. Вот вы посмотрели, послушали наши истории. Я бы очень хотела узнать вас получше, поближе, познакомиться с вами, с нашими зрителями. Хотя многие из вас 10 лет нас смотрят, но я про вас ничего не знаю. И мне было бы так интересно, если бы вы написали свои размышления на темы, которые мы сегодня затронули, про ваше детство. Да, потому что мы такую изнанку сегодня, да, это такое было личное. Мы подняли много тем, и правда было бы интересно почитать, а что зрители думают на Да. вот эти вот все нюансы, на родителей, про детство, про личную жизнь, про вот детей, да, что мы действительно все какие-то чьи-то раненые, да, дети тоже по итогу, продолюбленность. Да, так что Делитесь, короче, с нами. делитесь с нами своими историями, потому что я по себе замечаю, мне сейчас интереснее даже в интернете смотреть видео, где обычные люди рассказывают свои совершенно потрясающие истории, чем смотреть рецепты, какие-то обзоры вещей.
Я сейчас вот на таком жизненном этапе, когда мне интересно узнавать других людей, их истории, судьбы. Поэтому, пожалуйста, пишите нам, не стесняйтесь, давайте узнавать друг друга поближе. Если этот выпуск вам понравился, если он хотя бы чуточку понял вам настроение, оказался интересным, приятным, то поддержите нас с Олей. Сердечко. Сердечко. Поддержите нас, пожалуйста, лайком. Мы старались, открыли свои души для вас. Подписывайтесь на наш канал, заходите в нашу группу ВКонтакте, в наш Телеграм. Увидимся в следующих выпусках. Вас очень сильно любим. Любим очень и верим в вас. Сердечки. До новых встреч. Пока. Пока.